Специальная военная операция России на Украине вскрыла один, на первый взгляд, незначительный, но по факту оказавшийся крайне значительный недостаток – неадекватной реальной обстановки нормы обеспечения подразделений военной автомобильной техникой. Этот вопрос требует незамедлительного решения, так как технически промышленность готова на 100% закрыть все потребности фронта, но необходимо понимание проблемы на том уровне руководства РФ, на которых могут быть приняты нужные решения. О том, что в российской армии не хватает грузовых автомобилей, до начала СВО писали иностранные военные специалисты. Например, выходила статья полковника армии США Алекса Вершинина о слабостях тылового обеспечения российской армии, включая недостаточное количество автотранспорта. Статья была опубликована на сайте War on the Rocks 23 ноября 2021 года и доступна до сих пор в интернете. Необходимо сказать, что при изначально скептическом отношении отечественного экспертного сообщества к критическим выводам из статьи очень многие прогнозы подполковника Вершинина оказались верными. Но в данном случае речь пойдет не о транспортных возможностях автомобильных подразделений и частей, хотя и с ней нужно что-то решать. Речь пойдет о проблеме, которая и официальной военной наукой, и командованием ВС РФ, и многочисленными военными экспертами, в кавычках и без них, просто не замечается. Обеспечение войск автотранспортом на ротном и взводных уровнях. В настоящее время не существует никаких материалов в СМИ, в том числе специализированных, в которых был бы поднят вопрос о необходимости пересмотреть штаты взводов и рот, в частности, их обеспечение собственным автотранспортом, которым взводные и ротные командиры могли бы распоряжаться самостоятельно и использовать его в ходе выполнения поставленных задач своими подразделениями, не обращаясь на батальонный уровень и выше. В отечественных штатах мотострелковых танковых взводов и рот автомобили отсутствуют. Некоторое небольшое количество автомобилей имеется в батальонном звене. Основная же масса автотранспорта относится к полковому или бригадному уровням. В то же время скатывание СВО к де-факто позиционной войне привело к тому, что потребность в автомобилях, во взводах и ротах серьезно возросла. Причем речь идет не только о грузовом автотранспорте, но и об автомобилях для перевозки личного состава с небольшой грузоподъемностью. От таких, как производимые серийные автомобили УАЗ до бронеавтомобилей «Тигр». В ряде случаев в войсках требуются автомобили с бортовой платформой типа пикап, на которых можно было бы разместить тяжелый пулемет или зенитно-пулеметную установку, например, ЗПУ-2 с пулеметами КПВ калибра 14,5 мм. Почему речь идет в том числе и о такой технике? Во-первых, статичный фронт пришел к относительно массовой практике рейдов небольших подразделений, когда отряды численностью менее взвода, а зачастую вообще с отделения, двигаясь вдоль линии с боевого соприкосновения, обнаруживают украинские дозоры, позиции передового охранения или же даже взводные опорные пункты и наносят им ограниченное по масштабам огневое поражение, например, с помощью автоматических гранатометов. Для перемещения таких групп оптимален транспорт, способный перевести отделение бойцов и единицу коллективного оружия, например, АГС или пулемет калибра 12,7 мм с боекомплектом, достаточным для выполнения задачи. Последний не является повсеместной практикой, иногда и проще и лучше отправлять подразделения на задание на БТР или БМП. Но и редко такую практику не назвать, особенно после того, как Минобороны приступила к формированию новых воинских частей, не имеющих пока большого количества тяжелого оружия и боевой техники, и состоящих из мобилизованных бойцов. В таких частях автомобилей применяется для куда более широкого спектра задач, нежели там, где есть достаточное количество боевой техники. То же самое можно сказать и о добровольческих отрядах БАРС. Так, быстрый маневр такими огневыми средствами, как 82 мм миномет, пусковая установка ПТУР, СПГ-9, пулемет калибра 12,7 мм, СПУ-1 или 2 или АГС, в которых они перебрасывались бы на рубеж перехода в атаку или огневую позицию своих подразделений или атакованный противником участок с достаточным боекомплектом, требует автомобиля, а ЗПУ-2 требует возможности стрельбы с автомобиля, так как сама установка имеет большие размеры. Так как противник практически всегда сразу отвечает огнем, то такая машина должна быть пригодна для эвакуации лежащего раненого. Сама она должна быть проходимой, иметь небольшие размеры, облегчающие ее маскировку и умеренный расход топлива. Во-вторых, остро встает проблема эвакуации раненых. Их просто слишком много для того транспорта, который может быть привлечен к этой задаче в соответствии с имеющимися штатами. И здесь же есть нужда и в компактных автомобилях, которые могли бы быть задействованы в вывозе раненых без того, чтобы отвлекать на эту задачу штатно имеющиеся БТР или БМП. В-третьих, в условиях, когда фронт статичен, часто возникают задачи по тыловому обеспечению, которые изначально не предусматривались.
Банальная экстренная доставка боекомплекта или продуктов на взводную позицию, обмен какими-то припасами между соседними подразделениями, то есть перевозка небольших по объему и массе грузов. Возникает также масса разъездных задач, особенно на ротном уровне, для которых в роте нет транспорта. Сегодня, если отталкиваться строго от штата, то командир роты при необходимости побывать на позициях взводов будет вынужден или перемещаться на бронемашине, которую нужно будет демаскировать и снимать с позиции, обнаруживая ее для разведки противника, ослабляя огневую мощь подразделения, на позициях которых она находилась, или же передвигаться пешком. Отдельный вопрос – потребности в автомобилях у связистов и расчетов БПЛА, особенно с учетом того объема задач, которую иногда приходится решать. Связь во всех армиях мира – это откровенно слабое звено, и работы связистам хватает. Такая же картина во многих других подразделениях, особенно в медицинских. Масштабное применение противником одноразовых ударных беспилотных летательных аппаратов типа FPV не изменило положение дел, просто осложнило использование автомобилей и резко увеличило их потери. В остальном же вышеперечисленные факторы остались в силе. В маневренных же действиях начинает остро сказываться тот факт, что у рот и взводов нет своего грузового транспорта. При этом следует отметить, что практика показала, что количество имущества в подразделениях, как грузового, так и индивидуального, возросло многократно. Подразделению необходимо возить печки, генераторы, маскировочные сети и сети для защиты от БПЛА или барражирующих боеприпасов. Военнослужащие возят индивидуальное имущество в различного вида рюкзаках и баулах. Например, в КПО всесезонный комплект полевого обмундирования пакуется в баул объемом около 60 литров, а места в БТР или БМП для размещения такого количества имущества просто нет. Попытки кустарной модификации БМП и БТР в виде устанавливаемых на крыше МТО деревянных или металлических коробов проблемы не решают. Грузить же свое имущество на чужие автомобили никто не будет, поскольку те могут быть в любой момент использованы под решение других задач, что чревато утерей имущества. При этом налицо явная тенденция к росту объема и массы возимого имущества рот и взводов. В иностранных армиях необходимость иметь автотранспорт в роте осознана десятки лет назад. Несколько примеров. В американской механизированной пехотной роте в распоряжении командира роты есть грузовой автомобиль-вездеход М1078 с грузоподъемностью не менее 2,5 тонн по бездорожью и прицепная цистерна объемом 900 литров для перевозки питьевой воды к нему. Также в распоряжении командира роты есть два многоцелевых автомобиля М1165А1. Один из них с прицепом. Один автомобиль с прицепом находится у связистов роты. Второе расположение командира роты как разъездной. М1156А1 – это защищенный навесным бронированием автомобиль Хамви в варианте пикап с двухрядной кабиной, то есть один из самых универсальных автомобилей. Можно привести другой пример из прошлого. В Национальной народной армии ГДР в роте для перевозки ротного имущества предусматривался автомобиль Урал-375 с прицепом, а для разъездов мотоцикл с коляской. В советской армии для перевозки ротного имущества из состава взвода обеспечения батальона выделялся Урал-4320. Старшина роты был старшим этой машины и перемещался на ней. При этом важно понимать, что характер войны на Украине отличается от того, к которому готовились те же американцы, и типовых для зарубежных стран норм типа 1 и 1-2 легких автомашины на роту будет мало. И именно по этой причине большого количества имущества, требующего для обустройства войск на позициях, вывоза раненых и разъездных задач командиров подразделений. В таких условиях можно вести речь, например, об одном многоцелевом автомобиле на взвод с отдельным автомобилем у командира роты. При наличии таких огневых средств, как ЗПУ-2 или иных пулеметов калибра 14,5 мм, еще и автомобили типа пикап по числу огневых средств. И это все в каждой роте. Нормы обеспечения других подразделений и тех же связистов тоже нужно пересматривать. Вместо этого по штатам сегодня 0, и войскам приходится, что называется, выкручиваться разными способами. Показанный недостаток автотранспорта для удовлетворения фактической потребности войск многократно усиливается высокими темпами выхода машин из строя по небоевым и боевым причинам. Артиллерийский характер современных боевых действий в сочетании с широким использованием ударных беспилотников и уязвимостью грузовых и легковых машин к осколкам приводит к быстрому выходу их из строя. Интенсивная эксплуатация автомобильной техники по бездорожью и колонным путям также приводит к многочисленным поломкам. Возможности штатных ремонтных подразделений для своевременного ремонта вышедшей из строя техники зачастую недостаточны. Тем более перегруженные ремонтные подразделения не способны помогать водителям в обслуживании техники. Между тем, такая помощь остро необходима. Положение о том, что каждый водитель должен самостоятельно обслуживать свою машину, нуждается в корректировке. Практическая квалификация водителей далеко не всегда достаточна для качественного обслуживания достаточно сложной автомобильной техники. Столкнувшись с нехваткой остро необходимого транспорта, в войсках начали искать выход. Первым источником остро необходимых машин стали волонтеры. Граждане, взявшие на себя задачу по обеспечению войск теми предметами снабжения, которая
не поставляло само Минобороны и сбором пожертвований на их покупку. Так в войсках начали попадать нестандартные, не принятые на снабжение ВС РФ автомобили или принятые, но использующиеся нештатно. Волонтеры на собранные деньги закупали и передавали войска пикапы различных иностранных производителей. УАЗы «Патриот» как бывшего употребления, так и новые. УАЗы «Профи», не принятые на снабжение и принятые УАЗ «Пикап». В списках автомобилей можно найти полноприводные автомобили ГАЗ «Соболь» и «Газель», ВАЗ-2121 «Нива», она же «Лада 4х4», инкассаторские варианты серийных автомобилей, имеющих встроенное бронирование, легкие грузовые автомобили типа «Пикап», китайских, корейских и японских производителей, паркетники типа Renault Duster и такую экзотику, как Toyota Mega Cruiser, японский аналог американского Humvee с правым расположением руля. Одним из самых популярных автомобилей неожиданно оказались микроавтобусы УАЗ, в народе называемые «буханкой», независимо от того, по каким индексам их производили. От УАЗ-452 когда-то давно до УАЗ-2206. Парадоксально, но эти микроавтобусы оказались одними из самых подходящих для войск и серийных автомобилей по ряду своих характеристик. И стрелковое отделение на них можно перевести, и эвакуировать лежащего раненого, и единицу группового оружия перевести, и доставить груз внутри, и использовать как разъездной, причем по бездорожью. Еще важное качество наличия защищенного от погодных условий салона со столиком. Там можно работать с документом, компьютером, проводить обслуживание или срочный ремонт техники, в числе при наличии легко изготавливаемой светомаскировки из окна и в темное время суток. Кроме того, все УАЗы неприхотливы, выдерживают самое варварское обращение. Могут быть отремонтированы в полевых условиях, личный состав хорошо знаком с ними. Единственное, что не могли буханки, это использоваться как платформа для оружия, применяемого прямо с машины. Для этого нужен был кузов. Но по сумме остальных качеств они завоевали огромную популярность. Поставки такого разношерстного автопарка требовали различных запасных частей и иногда специальных знаний конкретной конструкции автомобиля для ее ремонта, или же привлечения для ремонта гражданских специалистов. Снабжение автомобилей, не имеющихся в штатах воинских частей запасными частями, также легло на плечи волонтеров и самих военных, как и их ремонт. Тыловые подразделения тут могли помочь очень редко. Также проблемой стало топливо. Все Нивы и почти все УАЗики потребляют бензин, а многие иномарки требуют более качественного дизельного топлива, чем то, которое можно получить в службе горючего. Бензин в некоторых случаях приходится покупать на свои деньги или выменивать, хотя это не всегда можно и везде. Добавляло хаоса и то, что передаваемые различными способами войска автомобили не перекрашивались, на них только наносились знаки быстрого распознавания Z, V и тому подобные. А гражданская расцветка оставалась. Вишенкой на торте оставались вопросы регистрации. На переданный волонтерами пикап или УАЗ невозможно было получить военные номерные знаки и принять их на баланс в воинской части. Поэтому офицеры этих частей переоформляли их на себя или на кого-то из военнослужащих. Существовали и другие варианты оформления, но все они отличались тем, что не были предусмотрены нормативной базой ВС РФ. В итоге типовой была ситуация, когда в рейд против какого-нибудь опорника ВСУ отправляется японский внедорожник синего цвета или серого на гражданских белых номерах с буквой Z на кузове, нарисованный с помощью баллончика с краской. Военное командование пыталось упорядочить этот хаос простыми мерами, запретить все, что не разрешено. Так появился запрет на использование личного автотранспорта, то есть зарегистрированного на кого-то из военнослужащих воюющего подразделения в боевых действиях. Естественно, этот запрет был проигнорирован, так как никто не откажется от возможности эвакуировать раненых или подвести боеприпасы на передовую тогда, когда они нужны, а не когда батальон или полк выделят под это грузовой Урал. Поставки автомобилей со стороны гражданского общества продолжаются, ведь просто теперь к их регистрации подходит несколько иначе. Порядка все это не добавляет, а приказы отказаться от использования на фронте крайне нужных там машин, которые в войсках вынуждены игнорировать, и еще не добавляют дисциплины, так как создают опасный прецедент. Военные вынуждены саботируют выполнение полученных приказов, чтобы можно было дальше воевать. Это крайне нездоровая обстановка, и хотя сложилось уже давно, перемен в части снабжения войск автотранспортом нет никаких. А между тем это не представляет для отечественной военной промышленности никаких сложностей. Также следует отметить использование для разъездов и решения задач обеспечения таких нештатных транспортных средств, как квадроциклы, проходимость которых в некоторых условиях незаменима. При этом при совершении длительных маршей квадроциклы сам необходимо возить, что требует наличия специальных прицепов для них, так и автомобилей для буксировки этих прицепов, или опять же грузового автомобиля, чтобы перевести эти квадроциклы в кузове. Далее будут перечислены варианты техники, доступные для оснащения войск и производимые российскими предприятиями, но прежде чем выбрать технику, нужно учесть одно – тактическое соображение. Противник в состоянии поражать российскую боевую автомобильную технику на глубине существенно выше 10 км от линии боевого соприкосновения, фактически в ближайшем тылу. На текущий момент количество одноразовых ударных БПЛА, которые он может расходовать, очень велико.
позволяет противнику атаковать даже одиночных солдат. Но в других условиях, например, при расходовании запасов БПЛА или их недостатке по другой причине, противник будет выбирать достойные цели. И чем более дорогой и сложный автомобиль он заметит, тем больше БПЛА попытается израсходовать на его поражение. Кроме того, некоторые цели оправдывают открытие по ним артиллерийского огня. Налицо противоречие. Чем лучше автомобиль, тем больше сил и средств противник потратит на его уничтожение. Оптимальный баланс между совершенством автомобиля и его массовостью и ценой еще только предстоит найти. Технически же Россия в состоянии произвести все необходимое. В настоящий момент в серийном производстве в РФ находится большое количество серийных автомобилей, перекрывающих все возможные потребности войск. Причем речь идет не просто об автомобилях, но о специальных военных машинах, которые как удовлетворяют описаниям выше требованиям к военной автомобильной технике взвода и роты, так и имеют соответствующий условиям военных конфликтов уровень защищенности. В качестве самого лучшего можно привести в пример такой бронеавтомобиль, как АСН 233122 «Атлет». Это современный защищенный автомобиль с противоминной защитой, полностью соответствующий всем задачам, которые могут встать перед командиром взвода или роты в части потребностей подразделения. Эта машина может оснащаться так и 12,7 мм пулеметом «Корт», автоматическим гранатометом АГС или пулеметом 7,62 «Печенек» с соответствующим боекомплектом, причем не в ущерб остальным задачам, которые могут возникнуть. Возможно, потребуется минимальное дооснащение для крепления носилок с ранеными. У производителя «Атлета» есть наработки по другим бронеавтомобилям, также высокозащищенным. Например, в 2019 году был показан высокозащищенный бронеавтомобиль АМН 590952 «Спартак» в кузове пикап с бортовой платформой, на которой можно вполне перевозить не только груз, но и зенитно-пулеметную установку и куда более мощную 23 мм установку ЗУ-23-2. Здесь необходимо отметить важное замечание. Для звена рота-взвод перечисленные выше машины подходят по своей вместимости, но их техническое совершенство и стоимость уже ставят под вопрос их массовое использование. Эти машины можно рассматривать как предельные для звена рота-взвод. Все, что больше, тяжелее и дороже, уже в указанном звене неприменимо. Это касается таких машин, как «Патруль А» компании «Астейс» и всех аналогичных по размерам и массе, даже при том, что их вместимость примерно соответствует требуемой. Может возникнуть удивление сравнение всей этой техники с подаренными УАЗами, но ошибки нет. То, что тот же «Атлет» имеет собственную агрегатную базу грузовых автомобилей и снаряженную массу почти 8 тонн, плата за броню и противоминную защиту. А по сути, машина выполняет похожую задачу – перевозку подразделения численностью примерного отделения, плюс все то, что было описано выше для гражданских машин. Только для ее поражения бесполезно носимое стрелковое оружие. А противотанковая мина машину, конечно, остановит, но личный состав внутри в основном не просто уцелеет, но и сможет вступить в бой, используя машину как укрытие, по крайней мере, части сил. Масса и стоимость машины – плата за такие преимущества. Против ударных БПЛА такая техника тоже несоизмеримо лучше бронированной по очевидным причинам. Оснащение рот и взводов подобной техникой, применяемой как транспортная, была бы идеальной с точки зрения обеспечения защищенности личного состава, но не факт, что возможно в требуемых масштабах по экономическим причинам. Но и здесь есть варианты. Во-первых, разработан и уже показан новый относительно легкий в 5 тонн бронеавтомобиль АМН 18181 «Стрела», также способный в основном удовлетворить нужды на ротном и взводных уровнях. Машина еще не получила серийную литеру. О серийном производстве пока еще рано говорить, но это уже в любом случае дело ближайшего будущего. Трудно судить о качествах бронеавтомобиля, который не был проверен в боевых действиях. Но на глаз «Стрела» кажется близкой к идеалу массового многоцелевого автомобиля для войск. Подождем ее появления на фронте. Во-вторых, если говорить строго о настоящем, более бюджетном, чем вышеупомянутая техника, то и здесь есть решение. Прославленный «Тигр» выпускается сейчас под индексами АМН 233114 «Тигр-М» и АСН 233115 «Тигр-М». Это серийные машины, изученные и знакомые в войсках, хорошо показавшие себя в боях. Как и более новые и лучшие защищенные бронеавтомобили, некоторые модификации «Тигра» позволяют разместить внутри лежачего раненого групповое оружие, а также использовать машину как носитель тяжелого пулемета АГС и пехотного пулемета с соответствующим боекомплектом. Недостатком «Тигра» по сравнению с тем же «Атлетом» является малая стойкость подрывам на минах, но в случае, когда «Тигр» спасал людей внутри при подрыве на противотанковой мине ТМ-62 в ходе СВО, были. Кроме того,
его защищенность при подрыве в любом случае лучше, чем у гражданской машины. Если в силу каких-то ограничений окажется невозможно закрывать потребности войск в многоцелевых автомобилях высокозащищенными машинами новейших типов, то «Тигр» — это вполне адекватное решение. В самом крайнем случае можно отказаться от использования защищенных бронированных автомобилей и дать войска то, что они и так получают – автомобили УАЗ, только новые и без разносортицы в модификациях. Фактически интерес в войсках могут представлять и обычный УАЗ «Хантер», наследник классических 469-х. Та самая буханка, которая до сих пор производится, и какой-то один из легких полноприводных грузовых автомобилей, которых у УАЗа в производственной линейке аж 3 разных вида. Если вдруг мощностей по производству бронеавтомобилей не хватает для удовлетворения потребностей войск, то нужно использовать УАЗы. К сожалению, УАЗ не оснащает свои автомобили дизельными двигателями, однако даже здесь есть два решения. Во-первых, объявлено о том, что часть УАЗов может оснащаться китайским дизелем «Джак». Во-вторых, в производственной линейке Заволжского моторного завода ЗМЗ еще недавно был дизель семейства ЗМЗ 514. Двигатель был несколько неудачен и дорог, что обусловило прекращение производства автомобилей с ним. Но потенциал этой конструкции полностью далеко не раскрыт. Создание дизеля с приемлемыми техническими характеристиками на базе ЗМЗ 514 вполне возможно, причем достаточно быстро. Наконец, в самом плохом варианте, когда нет ни времени, ни лишних денег, можно просто закупать войска обычные УАЗы с обычными бензиновыми двигателями. Все равно в вооруженных силах остается техника с бензиновыми двигателями, и снабжение всех подразделений бензином не выглядит какой-то сверхсложной задачей. Хотя поставки топлива в войска, безусловно, усложняют логистику. Но ради победы можно и потерпеть. И, конечно, нет и не может быть никаких затруднений в том, чтобы выдать каждой роте по грузовику с бронированной кабиной. Возможно, по примеру американцев, с прицепом цистерны для воды. Это в принципе не представляет никаких технических проблем. Сейчас для рот в составе взвода обеспечения батальона имеется по одному грузовому автомобилю типа Урал-4320. И ГАЗ, и Уралаз, и КАМАЗ массово производят автомобили нужного типа для войск, в том числе в случае с автозаводом Урал и КАМАЗ, доступные с бронированными кабинами. Придумать ничего не надо, все уже придумано и в серии. В заключение необходимо отметить, что любой поставляемый войска автомобиль должен быть оснащен средствами обнаружения и подавления радиоканалов управления ударными беспилотниками, решетками-сетками, защищающими автомобиль от поражения такими беспилотными летательными аппаратами, и средствами постановки дымовых завес. С автомобилем нужно поставлять маскировочные сети для его маскировки и теплоизолирующие накидки. Без этого всего автомобиль будет потерян в течение считанных недель. Зачастую в воюющих подразделениях можно услышать пожелание вообще иметь по грузовому автомобилю на взвод, а многоцелевые разъездные автомобили отдать на роту, с расчетом на то, что командир роты будет их распределять. В таком случае многоцелевых машин нужно иметь меньше, чем число взводов. Но так или иначе, взводам и ротам нужны свои автомобили, в дополнение к тем, которые есть в батальонах. Решение об изменении штата войск может быть принято только на уровне Минобороны или Генерального штаба. Также остро необходимо усилить ремонтные подразделения в ротах, вернуть должности техника роты, усилить ремонтные возможности соответствующих подразделений батальонов и полков. Здесь содержится подводный камень, об который начинание может разбиться. В советской армии ротными техниками были прапорщики. Сейчас этого звания в армии нет. По составу из должности и задач ротный техник – это не офицерская должность. И если придется снова возрождать эту должность снова, то соответствующие ей звания будут звания сержант или старший сержант. Однако в этом случае по ряду вопросов полномочия сержанта будут превышать таковые у офицеров, командиров взводов, а кроме того, сам принцип того, что сержант решает какие-то важные вопросы, частью офицерского корпуса принят не будет. Поэтому нет уверенности, что современная российская армия готова к подобным организационно-штатным решениям. В целом же задача насыщения войск военной автомобильной техникой может быть просто и эффективно решена. Главное перестать делать вид, что проблемы нехватки автотранспорта не существует, и принять нужные решения.